Всем привет! Надеюсь, что с покупкой этого товара наконец решится вопрос оснащения моего велика портативной Bluetooth акустикой. Погнали распаковывать! Дней 15 добирался до Минска этот товар через Азербайджан. И спасибо продавцу, что занизил оценку до почти $18, при условии, что стоит сей товарчик $37.44. И сегодня у нас на распаковочке и обзоре вот такая вот Bluetooth колонка компании Winstar, модель S404. Bluetooth колонка для велосипеда поставляется в такой плотной картонной коробке. Все в пленочке, новенькое, с магазина. Скрываем. Шикарная упаковка, даже подарить не жалко самому себе. И извлекаем пленочку. Вау, какая она огромная. Так, в комплекте гарантийная карточка от производителя, инструкция на английском и, что удивительно, на немецком языке. Довольно такая подробная, по настройке, с иллюстрациями. Я, конечно же, ее обязательно очень подробно изучу, потому что здесь есть скрытые функции, некоторые кнопки имеют двойное назначение. Пластиковое крепление, это также часть пластиковая, которая крепится на руль. Ключ и два винтика для соединения крепления. Металлический карабин. Кабель мини-джек, микро-USB, для это AUX вход используется. Также кабель зарядки USB, микро-USB. Два хомутика таких. Отдельный пульт, или как он называется, контроллер. Он крепится с помощью липучки на руль, где-то ближе к грипсе. Вот такой шнур в тканевой такой оплетке и мини-джек. И, конечно же, сама колонка. Она гигантская и шикарно выглядит. Вот такой достаточно небедный комплект. Все кабели из комплекта, и этот, и даже шнур к пульту длиной около метра. Колоночка габаритная, длиной 93 мм, а в сечении 70 на 65 мм. Решетки динамиков такие с перфорацией, они сделаны из пластика, на них нанесена модель S404 и ее назначение, что это Bluetooth велосипедная колонка. Вся колонка, вся сторона покрыта такой резиной серого цвета. И здесь также тиснением выгравирована модель колонки, напряжение, наверное, заряда 5 вольт 1 ампер. И то, что она произведена в Китае, а также официальный сайт производителя. Данная колонка совмещает в себе несколько функций. Кроме того, что она Bluetooth колонка, она также имеет встроенное радио со встроенной антенной, то есть внешняя антенна здесь не требуется. Также есть MP3 плеер, то есть воспроизведение с внешнего носителя, точнее с SD-карточки. И функция Hands-Free, есть кнопка ответа на звонок. И также велозвонок для подачи сигнала при движении. С левой стороны от органов управления в передней части имеется такая металлическая гайка для крепления комплектного карабина. Он используется при ношении, например, колонки в походе, на поясе, рюкзаке. На правой кране под резиновой защитной крышечкой имеются разъемы микро-USB для AUX входа и для зарядки встроенного аккумулятора, светодиод индикации, слот для microSD карточки и вход мини-джек для подключения пульта управления. Корпус Bluetooth колонки обрезинен, он такой влагозащищенный, можно ее использовать, конечно, под дождем. Но рекомендуется после того, как вы покинули зону дождя, насухо вытереть тряпочкой, салфеточкой. Открутив 3 винтика с помощью такого тонкого 6-гранного ключа, сняв вот эту пластиковую полосочку, обнаружу, что под резиной, в принципе, вся велоколонка пластиковая. Кстати, здесь будет вам видно вот эта антенна для радио. Обычный медный проводочек. Решетки на динамиках также из пластика и зафиксированы с помощью защелок.
По 2 самореза с каждой стороны, пластиковая решетка на динамиках. Точнее, тоже как бы части корпуса торцевые. Так, снимаю. Здесь обнаруживаю небольшие динамики. Кстати, он почему-то как-то сдвоенный, то есть коаксиальный. Вот одна есть резинка, и вот вторая. Внутренний у нас получается диаметром 25 мм, а внешний порядка 40 мм. Аналогичный с обратной стороны такой же динамик. Ну и здесь вот кнопки управления под резинкой. Разбирать, пожалуй, я дальше не буду, потому что, в принципе, там платы, управление и все. Я смотрел один из видеороликов, там есть полная разборка, установлено 2 платы усилителей, но, правда, здесь не стереоусилитель, а это моно, они запараллелены. Ну, действительно, он полностью пластиковый, двухцветный пластик. Единственная металлическая часть — это вот этот зацеп для карабина. Для фиксации колонки на руле используем комплектное крепление на руль. Вот это стандартное бутылочное крепление, пластиковое. Фиксируется на руле комплектными винтами с гайками и с помощью вот такого шестигранного ключа. Габариты велоколонки не очень скромные, поэтому при креплении на руле она смотрится очень громоздко, но в этом случае доступны все кнопки управления воспроизведением, а также велозвонком. Использование пластиковых комплектных стяжек позволяет крепить колонку в любом месте рамы велосипеда, но крепление это ненадежное. Колонка болтается. Оптимальным для себя решением я выбрал крепление колонки на месте велобутылки. Правда, в этом случае несколько затруднено управление громкостью, но управление всеми основными функциями колонки возможно с внешнего комплектного пульта. Вот эта резиновая защитная крышка, прикрывающая интерфейс, имеет отдельную такую секцию, которая позволяет ее отогнуть и использовать коннектор от внешнего пульта управления. Пульт крепится на руль возле грипсы. Правшам вообще удобно, поскольку кнопка управления велозвонком находится как раз под большой палец. И пульт крепится с помощью вот такой липучки. Легко изменить его положение. Но вполне еще так сносно смотрится, если поменять местами видеорегистратор и колонку. Включение велоколонки осуществляется кнопочкой, совмещенной кнопкой это Power и Mode. Длительное нажатие включает. Для управления велоколонкой на ее верхней грани имеется 6 кнопок. Первая кнопка это велозвонок. Короткое или длинное нажатие это подача сигнала. Двойное нажатие для переключения типа сигнала. Сигнал звонка срабатывает в любом режиме работы этой колонки. Назначение следующих 2 кнопок со стрелками – это регулировка громкости и переключение треков. Очень многофункциональная кнопка Play-пауза. Основное назначение – это включение воспроизведения, паузы и включение-отключение голосовых подсказок. В режиме Bluetooth связи или воспроизведения с microSD карточки эта кнопочка отвечает за паузу и дальнейшее воспроизведение. Длительное нажатие на эту кнопку обеспечивает переключение папок на microSD карточки. В режимах FM радио или подключение внешнего источника через мини-джек данная кнопочка отвечает за приглушение звука и дальнейшего восстановления громкости. При длительном нажатии на эту кнопку обеспечивается автоматический поиск радиостанции. При этом светодиод начинает так мигать. Управление голосовыми подсказками осуществляется в первый момент при включении велоколонки, когда еще Bluetooth устройство не подключено. Если Bluetooth устройство автоматически подключилось, необходимо разорвать это соединение. Далее мы удерживаем нажатой кнопку паузы воспроизведения. Voice guide off. Голосовые подсказки отключились. Теперь мы при переключении режиме работы слышим только звуковой сигнал. Чтобы восстановить голосовые подсказки, необходимо снова зажать эту кнопку. Voice guide on. Проверяем. EF card mode.
Значит, короткое нажатие на кнопочку мод обеспечивает переключение источника сигнала. Если эту кнопку удерживать более 8 секунд, то происходит сброс велоколонки до заводских настроек. И последняя, также многофункциональная кнопочка, это с такой трубкой «Ответ» или «Отбой звонка». Она работает в том случае, если смартфон по Bluetooth подключен к этой велоколонке. Чтобы ответить на входящий вызов в любом режиме, необходимо однократно нажать на эту кнопку. Чтобы прекратить переговоры по окончанию разговора, также нажимаем на эту кнопку. Чтобы сделать отбой вызова в любом режиме, необходимо длительно нажать на эту кнопку. Двойное нажатие на эту кнопку произведет набор последнего вызываемого абонента. И в режиме Bluetooth длительное нажатие на эту кнопку обеспечивает разрыв Bluetooth соединения. Здесь на верхней грани также имеется единственный светодиодный индикатор такого голубого свечения. Для ведения телефонных переговоров имеется встроенный микрофон в этом отверстии. Аналогично кнопкам управления на самой велоколонке, кнопки управления на пульте имеют также двойные функции. Однократное нажатие на кнопочку велозвонка подает велосигнал. Длительное удержание — это будет продолжительный велосигнал. Двойное кратковременное нажатие на эту кнопку позволяет изменить сам сигнал. Кнопочка play-пауза, поднятие трубки в различных режимах ведет себя по-разному. В режиме воспроизведения эта кнопочка отвечает за режимы паузы воспроизведения. В режиме воспроизведения с карточки длительное нажатие на эту кнопку изменяет папку, точнее директорию на этой SD-карточке. Двойной клик позволяет выбрать источник воспроизведения. SD-карточка. FM-радио. Bluetooth устройство. И крайняя левая третья кнопка — это перемотка вперед или назад. Однократное нажатие — это следующий трек. Длительное удержание — это предыдущий трек. Также этот пульт имеет микрофон, то есть при его использовании ваш голос будет поступать абоненту с этого микрофончика. В прилагаемой инструкции ошибочно сказано, что при подключении выносного пульта управления все управление осуществляется только с пульта. То есть как бы эти кнопки не должны работать, но это не так. То есть можно здесь переключать треки и переключать режим работы. FM mode. Также и здесь можно делать то же самое. Bluetooth mode. Единственный момент — громкостью воспроизведения мы можем управлять только кнопками с верхней грани колонки. На пульте таких кнопок нет. Это многофункциональное устройство, и чтобы ознакомиться со всеми возможностями данной Bluetooth колонки, я рекомендую ознакомиться с вот этой инструкцией. Так, например, такой момент: если подключаете Bluetooth, то в некоторых устройствах, возможно, вам придется ввести пароль 4.0. Как здесь указано. Колонка имеет 3 режима, 3 источника сигнала. При удержании и включении этой колонки Device is ready. Bluetooth mode. включается первый режим, это режим Bluetooth. Колонка проговаривает на английском языке все режимы. Так, колонка переходит в режим спаривания, моргает синий светодиод. Bluetooth колонка Venstar S404 оснащена Bluetooth модулем 4.0, но плюс EDR, то есть это протокол, который несколько ускоряет Bluetooth связь. Среди Bluetooth устройств обнаруживаем Venstar S404, подключаемся к ней. Такой специальный звуковой сигнал, колоночка подключена. Второй режим при нажатии на эту кнопку — это воспроизведение сетей в карты. При подключении microSD карточки вот таким вот образом поддерживаются форматы MP3, VMA, WAV, AP, FLAC. Автоматически включается данный режим и начинается воспроизведение именно с карты памяти. Поддерживаются только музыкальные файлы и файловые системы FAT32 и XFAT. NTFS не поддерживается.
Но некоторым пользователям будет это важно. Здесь есть такой момент, что при воспроизведении с карточки какого-то трека, при выключении и последующем включении велоколонки, опять выбираем режим TF-карточки, воспроизведение начинается именно с места остановки, не с начала трека. Я так понимаю, этот момент важен именно тем, кто слушает с велоколонки аудиокнижки. И третий режим — это FM-радио. Mode. Для настройки FM-радио необходимо зажать на некоторое время кнопочку воспроизведения пауза. Она автоматически просканирует весь FM-диапазон и запомнит настроенные станции. После прохождения всего FM-диапазона колонка включит последнюю настроенную радиостанцию. Переключение настроенных радиостанций осуществляется кнопочками со стрелками. Комплектный кабель — это не просто кабель зарядки, а также дата-кабель. При подключении к компьютеру велоколонка переходит в режим обмена данными. И мы видим файлы, то есть мы можем записывать непосредственно на microSD-карточку с ноутбука, не вынимая ее из велоколонки. При подключении через USB никакого внешнего устройства диспетчер не обнаружит, то есть звуковой карты в велоколонке здесь не встроено никакой. Ноутбук обнаружит внешнее подключение, то есть это контроллер USB Card Reader называется. При подключении AUX кабеля, тут мини-джек, тут micro-USB. Колонка автоматически переходит в режим AUX, и можно воспроизводить, например, с компьютера музыку через колонку. Это велоколонка, и основное ее назначение — воспроизведение музыки на открытом пространстве, где высокочастотный спектр он как бы поглощается. Но высокие есть также, но они не такие яркие. Так, ну давайте теперь подключим по Bluetooth и оценим акустические возможности данной колонки. Ну, оценивать будем, конечно, на разных музыкальных жанрах. Итак, погнали. You're a rebel, getting into trouble. You're kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You will never break Нормально it down, давай, это break it максимальная down, break it громкость. down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush.
Можно сравнить по звучанию с имеющейся у меня колоночкой, тоже велоколонка Gesseron, обзор на который я размещу также где-нибудь на экране. Добавим громкости. Но здесь высокие частоты поярче будут. И это максимальная громкость. Да, максимальная. Вот как звучит данная фонограмма на Винстаре. И снова колоночка Gesseron. Но эта колоночка звучит тише, максимальная громкость у нее, уровень ниже, но как-то чище она звучит. Другие динамики стоят. Ну а в этой колонке, как вы видели, на двух подвесах таких резиновых. Также этот динамик оснащен, как тут говорится, интеллектуальным режимом энергосбережения. Ну что это значит? Если вы не используете, не воспроизводите музыку в течение 10 минут, нет Bluetooth соединения, то динамик автоматически отключится. Это все делается для экономии заряда батареи. Если батарея разряжена, звучит звуковой сигнал каждые полминуты, и после третьего сигнала динамик автоматически отключится. И еще такой момент, полностью высаженный аккумулятор, вот подключил зарядное устройство, и колонка работает во время заряда. Средний ток заряда составляет 300 мА. И вот где-то часов за 9, что очень долго, мне удалось зарядить до 2551 мАч при заявленном 2600. Ну и по окончанию зарядки светодиод погас. После первого заряда аккумулятора эта колонка проработала на оптимальной для воспроизведения в помещении, в комнате громкости 15 часов в различных режимах. Это в режимах воспроизведения Bluetooth, STF-карточки, радио и линейный вход. Так, и проверим еще режим громкой связи. Позвоним абоненту. Так, похоже, занято. Перезвоним позже. Так, поступает входящий звонок, отвечаем. Алло. Алло. Алло, где ты был? А что тебе так слышно плохо? Очень плохо. И вообще, хреново слышно. Колонку проверяю. Через колонку, что ли? Да. Хреново слышно вообще. Все, я понял. Покеда. Добре, да. Как говорится, без комментариев. Основные требования при эксплуатации этой велоколонки — это не подвергать действию высокой температуры, сильных магнитов, не опускать в воду, то есть велоколонка может работать только под брызгами, под дождем, после чего необходимо ее тщательно протереть сухой ветошью. Ее особенности — это внешние. Проводной пульт управления, который называется iFree. Также технология BAS, которая обеспечивает лучший круговой сбалансированный распределение мощности звука вокруг громкоговорителя, который оснащен двумя динамиками по обе стороны. Ну и в итоге это, наверное, одна из самых лучших по критерию цена-качество функционал. Данная колонка предоставлена магазином Gearbest, но вполне можно и купить и на AliExpress. На eBay также она есть. Ссылочки все будут в описании. Ну, вас благодарю за просмотр. Увидимся скоро. Пока.